Добрый день! Сегодня я предлагаю приготовить салями вентричино, вернее, мою версию этой итальянской колбасы. Основа вентричины – это 700 граммов нежирной свинины, в моем случае это корейка, но подойдет и задний окорок, лопатка или вырезка. Очень важно, чтобы мясо было хорошо охлажденным, поэтому сначала рекомендую нарезать его не толстыми слайсами толщиной не более 1 см. Получившиеся стейки выкладываем на доску или любую другую подходящую поверхность. Сюда же выкладываем 300 граммов свежего, то есть не соленого сала. Затягиваем мясо салом пленкой и убираем в морозильную камеру на 20-30 минут, чтобы мясо очень хорошо охладилось. Можно даже его слегка подморозить. А пока мясо охлаждается, займемся приправами. Нам понадобится 1 столовая ложка паприки, можно копченой, 1 чайная ложка острого перца, 1 чайная ложка сухого чеснока, 1 чайная ложка черного перца, 1 чайная ложка семян фенхеля, который можно заменить тмином, и 60 мл сухого вина. Я использую домашнее, но желательно брать белое. Хорошо перемешиваем вино с сухими специями, стараясь, чтобы не осталось комочков. Оставляем специи при комнатной температуре на 20-30 минут, чтобы они набухли и раскрылись. Теперь достаем мясо из морозильной камеры, а сало отправляем обратно, чтобы оно не нагревалось. Мясо нам необходимо нарезать или порубить на достаточно крупные кусочки. Желательно делать это в перчатках, чтобы мясо не нагревалось от тепла рук. А если у вас есть специальная насадка, такая как показано в верхнем левом углу экрана, то мясо лучше пропустить через мясорубку. Это будет банально проще и быстрее. Напоминаю, что очень важно следить за температурным режимом мяса. Оно не должно нагреваться выше 1-2 градусов тепла, а еще лучше, если оно будет где-то минус 1-2 градуса. Поэтому, если вы видите, что мясо начало нагреваться, прервитесь и отправьте заготовки на 10-15 минут в морозилку, а потом снова начните работать. Рубленное мясо перекладываем в миску и достаем из морозильной камеры сало, которое также нужно нарезать мелким кубиком или пропустить через мясорубку с насадкой, которую я раньше показывала, то есть в которой решетка с 3 овальными отверстиями. Сало отправляем в миску с рубленым мясом и сюда же добавляем 25 граммов нитритной соли и смесь специй, которую мы раньше подготовили и которая к этому времени как раз настоялась. А теперь нам нужно очень хорошо вымесить мясное сырье. В идеале, если вы будете это делать в кутере или кухонном комбайне, чтобы опять-таки мясо не нагревалось. Если же вы, как и я, будете это делать руками, то обязательно наденьте перчатки, чтобы минимизировать контакт мяса с теплом рук. И время от времени прерывайте работу и убирайте мясное сырье в морозильную камеру на несколько минут, чтобы оно охладилось. В общей сложности я вымешивал мясо на протяжении 12-13 минут. У вас этот процесс может занять времени больше или меньше. Здесь нужно ориентироваться на состояние мясного сырья. Оно должно получиться настолько липким, что будет держаться на руке, когда вы ее перевернете ладонью вниз. Емкость с подготовленным таким образом сырьем затягиваем пленкой и снова убираем в морозильную камеру на 10-15 минут, чтобы оно охладилось. В это время можно заняться подготовкой инструментов для набивки колбас. У меня это вот такой вот колбасный шприц, которым набивать колбасы удобнее всего. Но можно также использовать и обычную мясорубку, на которую нужно установить соответствующую насадку. В крайнем случае набивать колбасы можно и вручную. Охлажденное сырье перекладываем в колбасный шприц и слегка его утрамбовываем, чтобы удалить возможные пустоты и воздух из них. Теперь нам понадобится около 1 метра натуральной оболочки в виде свиной кишки, которую я предварительно вымочила в воде. Натягиваем оболочку на насадку. Отмечу, что в оригинальном рецепте вентричино набивается в свиной желудок или мочевой пузырь. То есть она получается достаточно большой в диаметре и, соответственно, вялится такая солями намного дольше, чем более тонкий вариант, который делаю я. Собственно, именно толщиной готового изделия моя вентричино и отличается от оригинального варианта. Итак, когда оболочка натянута на насадку, начинаем выдавливать мясо, выдавливая при этом и остатки воздуха из шприца. Как только мясо покажется на конце насадки, останавливаемся.
Теперь нужно завязать конец оболочки, стараясь, чтобы в ней не осталось лишнего воздуха. Начинаем выдавливать мясную основу в оболочку, стараясь набить колбаску как можно плотнее, чтобы в процессе вяления в колбасе не образовывались пустоты. Если вы будете набивать мочевой пузырь или желудок, то рекомендую потом натянуть на колбасу эластичную колбасную сетку, которая по мере усыхания кусочков мяса будет их уплотнять между собой. Длину колбасы регулируйте по своему усмотрению, но не старайтесь сделать ее слишком длинной, потом неудобно будет с ней работать. Оптимальная длина, на мой взгляд, 25-35 см. В результате из указанных в рецепте ингредиентов у меня получилось 3 полноценные колбасы длиной около 30 см и небольшая колбаска в коллагеновой оболочке диаметром 4 см. Теперь нам понадобится иголка, с помощью которой в колбасках нужно сделать проколы по всей длине и со всех сторон. Это делается для того, чтобы, во-первых, выпустить лишний воздух, и, во-вторых, чтобы во время вяления влага в колбасках выводилась равномерно. После того, как проколы сделаны на всех колбасках, каждую заготовку колбасы по отдельности нужно плотно завернуть в несколько слоев пищевой пленки. И в таком виде оставляем будущую вентричину при комнатной температуре, то есть при температуре от 23 до 27 градусов на сутки, чтобы активизировать процесс ферментации. На следующий день начинаем готовиться к заселению плесени. Берем 100 мл обычной воды комнатной температуры. В воду добавляем 1 чайную ложку сахара и перемешиваем воду до полного растворения сахара. Если вы будете использовать готовые стартовые культуры, то разводите их, следуя инструкции на упаковке. У меня сегодня стартовых культур не оказалось под рукой, но зато есть 250 граммов сыра камамбер, из которого я и буду добывать споры благородной плесени. А именно, мне нужно просто соскрести ножом плесень сыра, которую сразу же добавляем в подслащенную воду. Сам сыр, естественно, нам здесь не понадобится, его можно потом съесть отдельно. Перемешиваем воду с плесенью, а затем оставляем получившуюся смесь при комнатной температуре на 20-30 минут. А пока плесень наслаждается сладкой средой, займемся колбасой, которая уже сутки потеет в пленке. Достаем ее из пленки и выкладываем на поверхность, застеленную бумажными полотенцами. Затем накрываем бумажными полотенцами сверху и слегка просушиваем. Оставляем колбасы подсыхать и вернемся к жидкости с плесенью. Кусочки плесени слегка набухли и стали максимально мягкими, что говорит о том, что можно работать с ними дальше. Переливаем жидкость в стакан для погружного блендера и хорошо все перемешиваем блендером, одновременно с этим измельчая все кусочки плесени. Получившуюся массу, похожую на сильно разведенное молоко, выливаем в емкость, длина которой позволит поместить в ней наши колбасы. По одной берем заготовки колбасы и тщательно купаем их в жидкости с плесенью, стараясь, чтобы жидкость покрыла колбасу со всех сторон. Предварительно или сразу же после плесневой ванны колбасы обязательно взвешиваем, фиксируя дату начала вяления и первоначальный вес. И отправляем колбасы в хорошо вентилируемое и прохладное место, где температура колеблется в пределах 6-10 градусов и где влажность держится в пределах 70-75%. Вентричина в таком формате, то есть тонкие колбасы, вялится на протяжении 3-4 недель. В оригинальном формате, то есть толстые колбасы, вялятся, как правило, не менее 3-4 месяцев. У меня вентричина вялилась почти месяц, и за это время она потеряла около 50% от первоначального веса. Но пробовать колбасу можно уже при потере 35-40%. Что касается плесени, то, как вы можете видеть, она практически полностью покрыла всю палку колбасы плотным мягким слоем, который легко проминается при нажатии пальцем. Но давайте разрежем вентричину и посмотрим, что там внутри. А внутри она выглядит как настоящий деликатес, который можно купить в дорогих магазинах или ресторанах. Красивый, насыщенный темно-рубиновый цвет колбасы с белыми вкраплениями сала напоминает благородный мрамор в обрамлении не менее благородной плесени. Что это, как не произведение искусства? А если посмотреть на срез вентричины под яркими лучами солнца, то начинаешь понимать, что это не просто произведение искусства, а настоящий шедевр колбасного дела. Сразу скажу, что эта колбаса получается достаточно острой, но эта острота здесь, что называется, в тему.
А белая плесень – это не просто элемент внешнего вида, а важная часть ее вкуса и аромата. Именно она придает винтричине легкий грибной аромат, делает ее остроту более деликатной, а вкус более глубоким и сбалансированным. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!